Занятие 7. Закрытие второго уровня. По теме закрытия второго уровня заключительное. Закрытие второго уровня. Да, продолжение. Закрытие второго уровня. Продолжение. Итак, какие вопросы мы на сегодня с вами рассматриваем? Да, первое, да, чтобы вот по требованиям второго уровня, есть ли у вас соответствующие цели? По крайней мере, если общее направление жизни в социальной сфере, в материальном мире для человека, у которого второй уровень закрыт, да, она у него должна быть комфортной. Да? Если это перевести на цели жизни, то, по крайней мере, в финансовой сфере или, по крайней мере, вот независимость в сфере финансовой, независимость в сфере психологической. В финансовой сфере это что? Достижение определенного уровня доходов. Каким образом? Ну, тот или иной способ человек выбирает, каким образом он эту задачу решает. До тех пор, пока жизнь для него не станет комфортной. То есть ему не нужно слишком уж затягивать пояс, он может себе позволить тот образ жизни на физическом уровне, да, вот в физическом мире, который для него подходящий. Да? Но для этого нужно, с одной стороны, увеличить свои доходы, но с другой стороны, эффективность человека должна быть такая, что у него есть свободное время, зарабатываешь, и ты можешь, да, плодами своего труда воспользоваться, а не просто все, что ты заработал, ты потратил на еду и на лекарства, да, или на коммунальные. Да? То есть у человека есть определенный избыток средств. Для этого он осваивает те или иные возможности роста доходов. Да, основные из них там, карьера, предпринимательство, рост профессионализма, другие, которые мы с вами рассматривали. Но человек эту задачу перед собой ставит, да, чтобы лично для себя и там сфера его ответственности, скажем, семья, эти вопросы были бы закрыты не по минимуму, а каким-то более-менее нормальным образом. Понятно, что на 3-м уровне планка будет выше, на 4-м она будет еще выше, на 5-м уровне она будет еще на порядке выше. Но, по крайней мере, на 2-м уровне, в среднем, выше среднего, человек эти вопросы решает. Да, решает вопросы финансовые, решает вопросы по взаимоотношениям. Здесь не будет, скажем, такой глубины чувств, как на более высоких уровнях, но да, вот 2-й уровень, мы общаемся, вот то, что мы видим, вот эти взаимоотношения человека устраивают. Да? То есть, по крайней мере, люди, которые его окружают, это люди надежные, люди, которые держат слово. Для этого он сам держит слово. Нельзя назвать комфортными взаимоотношения, когда человек не выполняет свои обязательства. Нельзя. Да, это некомфортные взаимоотношения. Поэтому человек учится сам быть таким, с которым приятно иметь дело, да, то есть партнерские взаимоотношения, там, связи какие-либо он выстраивает взаимовыгодные. С ним приятно иметь дело, и ему приятно иметь дело с теми людьми, которые выполняют свои обязательства корректно. Да, вот все, что этому не соответствует, и если этот человек разумный, он старается с этим попрощаться. Да? Кому это нужно? Да, это только кто живет в мире иллюзий, ну или там, как бы в нашем случае, да, где идет какой-либо учебный процесс, не все получается сразу. Да, но в целом по жизни никакого смысла иметь дело с людьми, которые там конфликтные, несвоевременные, некачественно, да, выполняют свои обязательства. Поэтому, по крайней мере, целевые установки в материальной сфере достичь определенных показателей и в сфере взаимоотношений. Пусть это не будет там супервысокая энергия, там очень глубокая тонкая настройка, как на 3-м уровне там и выше, но с точки зрения вот пообещал и сделал, договорился, все сделал, как обещали, корректно, да, вот с точки зрения партнерства, с точки зрения связей, у человека цель эти задачи решать. Для этого он, ну, все, что на это влияет, старается понять и реализовать. Первое – это по целевым, да, показателям, да, самореализация взаимоотношений. Второе – это по ошибкам, с которыми нужно прощаться, ошибки, там, проблемы, пороки.
которые в конечном итоге ведут к нарушениям законов и к преступлениям в том числе. Да? Жадность. Ну, очень хочется, заработать не могу, нужно, значит, как-то присвоить. Да, там. Жадность. Дальше, из-за чего там еще люди совершают поступки, да, которых потом приходится жалеть, или в тюрьме жалеть, или в аду жалеть, да, там, обиды, месть, да, когда не Бог судья, а я судья. Я сам привожу приговор в исполнение. Да, не факт, что ты прав. Да, и обида – это плохой советчик. Да, как любые негативные эмоции, любое неадекватное состояние, когда человек думает не головой и не сверяет свои шаги с высшими силами, да, оно чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, будет ошибочное. Да, поэтому эмоции всегда плохой советчик. Да. Решение нужно принимать с холодной головой, ну и с горячим сердцем. Дальше. Любые негативные эмоции, они разрушают процесс, разрушают взаимоотношения, и они выводят человека из числа тех, кто эффективен, да, потому что, ну, неважно, на клиента там что-то не так сказали, эмоционально отреагировали, на партнеров, ну, что это будут взаимоотношения? Люди, которые уважают себя, они говорят, давай, до свидания, лучше больше не попадайся. А кому интересно, да, когда в адрес, там, ваш адрес какие-то негативные высказывания? Дальше. Все возможные виды беспорядка и бардака. Да, почему бардак вокруг? Потому что в голове вот все оно вот так. Не продумано, не простроено. И человек не понимает, что любое новое дело должно начинаться с порядка. Да, но это не все, ошибок там гораздо больше. Да, что мешает человеку изменять ситуацию, увеличивать свои доходы? Страх, лень, глупость. Да, та же самая как бы троица. Значит, проблемы. И заключительный блок, да, это второй блок по программам в целом, это основные условия или методы, каким образом эти цели достигаются. Да. Ну, во многом это соответствует. Да. Второй уровень – это личностный рост, требованиям по личностному росту. По крайней мере, первое – это четко сформулированные цели. То есть человек, у которого цели не просчитаны, не прописаны, имеет ли он право мечтать об успехе? О каком успехе? Он даже не определился, что это будет. Да? Потому что любой результат, ну неважно, там карьера, взаимоотношения, человек должен думать. Результат, в данном случае карьера, да, решение какой-то глобальной задачи. Он предполагает изучение, да, понимание множества различных вопросов, понял, научился, сформировал навык, пошел и сделал, получил маленький результатик. И один за другим, чтобы ты мог что-то построить. Там неважно, фирму построить, карьеру построить, взаимоотношения построить. Да? А когда человек, он не думает, да он просто живет, ну, вырыл канаву и ходит по ней, ну, там насорил, убрал, ничего ж не происходит. Вот если человек не работает со своими целями, вот он не анализирует, да, что изменить в своей деятельности, да, там, ну, неважно, к какой цели человек идет, что убрать, менее эффективное или ненужное, вредное, на что заменить, что новое ввести, более эффективное, более там современное, да, что там, технологии какие-то, ну, неважно. То есть если человек не работает по планированию, да, по анализу там целей, все ли ты делаешь так, там твои убеждения, что такое убеждение, как работает компьютер. Он или строит твою жизнь, или стоит на месте, или разрушает. Человек не работает с убеждениями, там, с привычками, с качествами, с поступками, с действиями со своими, да? На что он может рассчитывать? Да не может он ни на что рассчитывать. Да? Но особо, по крайней мере, не может. Поэтому цели раз, что нужно для того, чтобы эти задачи решались, четко сформулируй, что хочешь. Планы, расчеты – это регулярная работа. Да? Все ли мы делаем правильно? Задачу поставил, результаты проанализировал, выводы сделал, решение принял и делаешь следующий шаг. Да? Поэтому работа над своими целями, планами регулярно. Ну и по большому счету все остальное, что соответствует требованиям личностного роста. Да?